Привет! В этом видео расскажу все детально о данном смартфоне Poco X5 Pro. Это полноценный обзор плюс отзыв, так как я уже хожу с ним месяц. Этот смартфон я брал сугубо для себя. Я переживал, или же взять себе смартфон Poco X4 GT, или же взять этот Poco X5 Pro. Он только тогда появился, и я не пожалел. Я был владельцем смартфона Poco X3 NFC, не Pro, но я был очень им доволен, но не хватало памяти. У меня была модификация 664. И хотя я смог сделать с помощью видеоинструкции сэндвич, где не предусмотрено 2 SIM и карта памяти, все-таки у меня получилось. Я в том смартфоне использовал. В этом же смартфоне я хотел, чтобы была хорошая камера, потому что в том у меня появился небольшой баг уже в камере, то есть точнее пятно, и я этот смартфон решил заменить. Хотя если бы не эти два фактора, отсутствие памяти и повреждение камеры матрицы, то я бы не менял. Этот смартфон достойная ему замена. И в этом обзоре и плюс отзыв, как упомянул уже, будет все детально рассказано. Начнем с комплектации. Помимо самого смартфона, в комплекте вот в такой вот красивой черной упаковке мы получаем то, что вы сейчас видите вот с этой стороны. Это у нас от Nilkin отдельно приобретенные аксессуары. Стекло и чехол. Позже рассмотрим. Зарядка на 67 Вт, и покажу, как происходит зарядка. В чем есть отличие, если заряжать старой версией, например, от Poco X3 NFC, что пишет на экране, и проверим ее протоколы сейчас. 67 Вт, заряжается он за 49 минут. Просто великолепно. При этом не нагревается ни сам блок питания, ни смартфон. Кабель также фирменный, хорошего качества. USB на USB Type-C. Его длина составляет ровно 100 сантиметров. Если использовать какой-то другой кабель вместе с этим блоком питания, то тогда он не будет заряжаться за 49 минут, как заявлено производителем. Потому что все здесь продумано, технология, встроенные чипы и так далее. Подключаем блок питания в сеть и вставляем тестер, чтобы проверить протоколы. Все, что подсвечено зеленым, и это, кстати, меня немножко расстраивает, именно это он и поддерживает. Почему расстраивает? Я думал, что он может и другие гаджеты как-то на технологии Power Delivery или каких-то других способах зарядки заряжать. Но, как мы видим, кажется, нет. Но смартфон он заряжает очень быстро и соответствует заявленным характеристикам в отношении 67 Вт. Если подключить смартфон, то посмотрите, как происходит зарядка этого смартфона и что отображается на дисплее. Во-первых, здесь отображается, что идет зарядка 67 Вт макс. На глазах прям растет. А здесь посмотрите, вверху вольтаж, в центре ампераж, а здесь в ваттах. Заявлено, что блок питания и смартфон максимально 67 Вт может заряжаться. Но на данный момент у меня смартфон разряжен на 63%. Зарядка тоже будет сейчас на глазах подниматься. И посмотрите мощность. 37 Вт. 36, отключу дисплей. Это не значит, что он на протяжении всего времени будет заряжаться на максимальном заряде. Но когда у меня было около 10% заряда, я ставил на зарядку, то было 56 максимум ватт. То есть я не наблюдал, не сидел прям вот 10-15 минут, но пару раз глянул, то вот был заряд до 56. Возможно, местами где-то 67 Вт и поднимается. Если же взять блок питания от Poco X3 NFC, на котором нет изображения 67 Вт, а он на 33 Вт максимум, и подключить его к этому смартфону, то вместо изображения, что там идет 67 Вт макс зарядка, как они ее написали, будет просто показано Mi Turbo Charge. И будет он тогда заряжаться примерно час 30. А родным 49 минут. Продолжаем смотреть комплектацию. В нее входит этот конверт, в котором находились вот эти все инструкции, книжки с гарантийными талонами, скрепка для извлечения лотка с сим-картами и силиконовый чехол, который полностью соответствует для того, чтобы достал из упаковки и использовал его со всеми отверстиями. И самое главное, что благодаря прозрачному силиконовому чехлу виден дизайн данного смартфона. А он хорош.
хороший, мы сейчас его рассмотрим. Последний штрих, что приходит в комплекте, это пленка, которая находится на экране. Она, видно, здесь наклеена. Мы снимаем ту рекламную пленочку, и здесь находится эта пленка. Что интересно, что эта пленка достаточно реально защищает хорошо смартфон. Если присмотреться, здесь уже видны за месяц использования, я специально ее не менял, чтобы вы видели, что здесь есть вмятины, вот прям вот это видно. Где-то я придавил, потому что использую лишь чехол-бампер. И, конечно же, хочу наклеить стекло. Давайте снимем сейчас эту пленку и посмотрим на дисплей. Я давно хотел это сделать. Поддеваем. Она реально очень плотная. И снимаем ее. Готово. Пленка хорошая, экран защищала, но это не стекло. Лучше стекло. И которое бы справлялась с олеофобным покрытием отлично и защищала ваш смартфон и не препятствовала прикосновению, то есть не ухудшилось сенсорное управление. Как раз именно стекло от бренда Nilkin, вот оно здесь находится, мы его и наклеим. И защитный чехол, который прячет дизайн, да, ребята, но реально защищает ваш смартфон. И я решил пойти дальше, вернулся к своей вот этой подставке от бренда Baseus и решил воспользоваться защитой от пыли или каких-то ударов по камере, стеклу, так как часто использую камеру. Вот такой вот кейс, у которого закрывается эта крышка. Не всегда мне удобно, честно скажу. Привык, быстро достал, включил, сфотографировал, а теперь достал, открыл, проверил, все ли там нормально, вдруг тоже пыль попала. Ну, как-то вот такой вот синдром переживания, чтобы снимок получился или видеосъемка хорошая. Но, тем не менее, я не переживаю за модуль камеры. И еще неудобно в таком чехле это вспышка, потому что двойное нажатие, вы нажали, фонарик включился. Здесь же, вот вы видите, его просто нет. Надо открывать, чтобы увидеть. Шутя даже, друг сказал, просверли дырку, будет оттуда светить. Но мне такой вариант не подходит. Вот, кстати, и отлично видите, как светит фонарик. Вспышка там, кажется, светодиод один, яркий, он средней теплоты и не желтый сильно, и не сильно синий, скажем так, как раз нормальный, подсвечивая человеческое тело, кожу, то есть он передает естественные цвета. Конечно же, вас заинтересует, как этот чехол Nilkin защищает смартфон. Сейчас я его влаживаю. Во-первых, он из очень необычного материала, из двух каких-то компонентов. Каркас у данного чехла достаточно жесткий, а эта часть более отличается от того материала, но вместе смотрится очень гармонично. Практически не собирает отпечатков пальцев. Если вы не знаете, что это не часть данного чехла, не подумайте. Если поддеть ноготочком, это у нас подставка. Я делал отдельно обзор на эту подставку, и мне она очень нравится. Она меняет угол. Можно так, потому что здесь настраивается. Можно даже повернуть вот так, она поворачивается. Вот. И установить вот так. Пожалуйста. И еще можете поменять в другую сторону. Пожалуйста. То есть это такая себе незаменимая. Держится на магните. И мне очень-очень она понравилась. Я ее просто полюбил. Что еще стоит отметить? У него достаточно сильно выступает сам чехол над экраном. И если вы приклеите стекло, то стекло даже будет слегка немного ниже. Именно благодаря этому вы сможете комфортно тогда использовать управление жестами, потому что здесь от края нужно делать свайпы. Конечно же, здесь есть кнопки внизу, но это уже в моем случае неудобно, я использую только жесты. Индикатора уведомлений здесь сразу скажу нет, потому что здесь есть функция Always On Display. Работает 10 секунд и отключается. Очень классно, мне очень понравилось. Я переживал, как же я, перейдя с экрана с IPS-матрицей на AMOLED, вот пришло сообщение, показала, экран засветился, поработает 10 секунд, или же вы прикасаетесь к экрану просто пальчиком, он засвечивается, вы посмотрели, что это, вот исчезло, и вы тогда знаете, что вам пришло. Я переживал, что цвета, нагрузка на глаза, или может быть шим на экране, герцовка, может быть какая-то не совпадает, будет какая-то нагрузка на глаза, но нет, ребята, отлично, все работает. Диагональ экрана составляет 6,67 дюймов, и это у нас Full
Full HD+, с поддержкой HDR10. Экран очень яркий, и при включении автоматической яркости на улице он становится еще ярче и контрастнее. Цвета сочные, яркие, и благодаря всем технологиям нагрузка на глаза минимальная. То есть я могу часами наблюдать за просмотром фильмов, чтением новостей и так далее. При этом я еще люблю использовать темный режим. Темная тема, реально черный экран. Вот посмотрите. Черный. Прям вот выключаю. Он как был черный, так и есть. Включаю. Увидел мое лицо, мгновенно разблокировался. Да, ребята, мгновенная разблокировка. И это плюс. Давайте сейчас еще проверим, как он реагирует на поднятие. Я его беру. Он меня увидел. Включился. Быстро. И еще одно включение, это по двойному тапу. Так, выключим его. Двойной тап, он засветился, мгновенно разблокировался. Я этого даже уже не замечаю. Это, по-моему, даже быстрее, чем в Poco X3 NFC. Сенсор очень чувствительный и послушный. Подтупливаний никаких нет. Срабатывает даже без проблем в перчатках. В YouTube поддерживает максимальное разрешение 4К. Полноценно справляется с этой картинкой. Запускаем. Главное, чтобы справлялся ваш интернет. Вот сейчас запущен 4К режим. И картинка очень плавная, стабильная. Можно сделать свайп и будет на весь экран. Обратите внимание, что у экрана минимальные рамки. Прям кажется, вот разольется с краев у экрана океан, и морское дно будет рядом с вами. В общем, картинка классная, сочная. И дальше покажу еще одну фишку в настройках меню. Еще компания Xiaomi использует технологию Sunlight Mode для регулировки подсветки дисплея, даже если автояркость выключена, и в этой модели данная функция есть. Данная технология улучшает чтение под прямыми солнечными лучами и обеспечивает точную передачу цвета в условиях плохого освещения. Чтобы вы поняли, как на солнце работает. Включил номеронабиратель. Ну, на солнце нормально смотрится. Вот сейчас в тень и сюда. Откроем, например, какую-то другую программу, например, Google Chrome, то картинка читаема, читабельна, видно. А я снимаю на Poco X3 NFC. Согласитесь, достойная замена для такого смартфона. Это его уже младший брат, так сказать. Также есть новейшая технология регулировки яркости Shim 1920 Гц. Значительно снижает степень напряжения на глаза, вызванного мерцанием в ночных условиях. Вы можете легко читать текст с экрана даже поздно ночью. Покажу вам сейчас яркость данного дисплея. Сейчас убавляю ее на самый минимум. И вы, наверное, как и я, сейчас практически ничего не видите. Вот слегка видно, что можно здесь потянуть и добавить. Вот отличная просто регулировка яркости, минималочка, и это у нас максимум. Но как только мы включаем автоматическую яркость, вот она была включена у меня, то яркость регулируется автоматом, и при этом еще и добавляется контрастность, особенно если поворачиваем к улице, к солнцу, к свету. На улице мне очень удобно использовать. Есть здесь и темная тема, и режим чтения. Добавляю. Режим чтения. Желтизной, видите, экран становится. И если зайти в настройки экрана, то там можно все это увидеть более детально. Экран. В этом режиме у нас есть темный режим и светлый. Реагирует очень быстро. Темный можно включить по расписанию. И еще параметры можно настроить, адаптировать под обои и настройка шрифтов. В некоторых приложениях, ребята, не было темной темы, но вы можете принудительно их включить, и заработало, работает корректно. Яркость здесь регулируется. Режим чтения также настраивается. Когда включаем режим чтения, который добавляет желтизны, есть эффект бумаги. Он гибко настраивается по теневому отображению. Есть классика. Просто использовать теплые цвета для уменьшения количества синего излучения. Но мне нравится эффект режима бумаги. Также есть этот режим с расписанием. Можете в вечернее время, чтобы он сам включался. Режим настройки цветовой схемы. Тут очень много есть насыщенных, яркие. Радует, что здесь можно настроить и шрифт, и размер текста. Сейчас у меня на L стоит. Вот вы видите, какая L. Ставим на XXL, и он огроменный. Для людей с плохим зрением подойдет отлично. Центр управления и строка состояния. Есть отображение индикатора
Вот я выставил, чтобы здесь показывался процент рядом с аккумулятором. Скрытие выреза можно настроить, чтобы не было видно вообще. Также выставить скорость сети, что для меня важно. Я тогда понимаю, есть интернет или нету. И настройка активного экрана. Мы переходим. Здесь в течение 10 секунд работает отключение при включении экономии энергии. Настроить больше 10 секунд или чтобы постоянно светился, здесь нету. Можно настроить, что будет отображаться. Мне этот режим очень нравится. Я очень доволен. Пробуждать при взятии в руки. Двойное касание при включении экрана, как я вам показывал. То есть тапаем и экран включается. Быстрый запуск камеры двойным нажатием. Режим в кармане. В общем, очень много функций. Также есть разделение экрана. Если запустить запущенное приложение, нажимаем на нужное нам. И здесь у нас есть либо в окно маленькое на рабочем столе сделать, передвигать можно, режим окон, либо разделить экран. И теперь можно запустить какое-то другое приложение. Вот так, сверху одно, внизу другое. И если перевернуть, тоже работает. Теперь проверим сканер отпечатка пальцев. Он также срабатывает хорошо, но единственное, что здесь достаточно сильное углубление у чехла. И приходится, так знаете, вдавить, чтобы подушечка туда проникла. Нажимаю. И он реагирует. Нажимаю, и он реагирует. Нажимать физически я делаю это только когда выключаю экран. А чтобы разблокировать, просто прикасаюсь. Это можно настроить в настройках. Еще можно отключать двойным тапом по экрану в любом пустом месте, где нет значков. Раз-два, и он отключился. Это также настраивается в настройках. Там достаточно гибкая система настроек в разном меню, под меню, и с некоторыми особенностями я вас познакомлю. Итак, подведя итог по системе безопасности, как сканер отпечатки, так и разблокировка по лицу срабатывает мгновенно. Извлекаем его из чехла и смотрим его внешний вид. Камера в экране находится в капельке, круг небольшой и, в принципе, я привык, мне нигде не мешает. О камерах поговорим немного позже или смотрите тайм-коды. Сам экран у смартфона не имеет закруглений, то есть без 5D. И рама, и сам корпус или его крышка выполнены из пластика. Пластик очень приятный. Как вы видите, он не отражает свет, то есть матовый. В моем случае это цвет желтый. Есть еще несколько цветов. Это черный и голубой. А какой цвет нравится вам? В моем случае крышка и кнопка желтая, все остальное черное, как вы видите, включая место, где располагается камера. Причем визуально кажется, будто здесь какой-то порожек. Нет, все монолитом просто как бы выплавлено или приклеено как-то с логотипом Poco. Мне нравится, кому-то это не нравится, любит, чтобы было минимально надписей. Ну и сам модуль, как вы видите, здесь отличный. Он слегка выпирает, но в чехле защита есть. Кнопка громкости, ее сбоку практически незаметно, люфта нет. Кнопка включения механическая и сканер отпечатка пальцев незаметен. С этой стороны у нас ничего нет. Сверху располагается очень много разных интерфейсов. Это разъем для наушников, что плюс для многих. 4 отверстия – это второй динамик. Еще рядом одно отверстие – это у нас вспомогательный микрофон для того, чтобы записывать стерео или же для того, чтобы отвечать за шумоподавление в режиме разговоров. А это у нас инфракрасный передатчик для того, чтобы управлять бытовыми приборами с помощью приложения Mi Pult. Использовать его как пультик. Раз, раз, раз. Ну, только на экране с помощью специального приложения. Меня эта функция иногда даже выручала. Например, однажды, когда мы ночевали в гостиничном номере, там был кондиционер, но не оказалось пульта. И с помощью этого приложения Mi Pult и смартфона, который у меня тогда был, Poco X3 NFC, я подобрал пульт и полностью управлял. Включал, регулировал охлаждение и направлением подачи воздуха. Все это было довольно интересно. Выручал действительно, и это плюс, что здесь он есть. Ну и теперь нижняя часть. Здесь у нас располагается 5 отверстий основного динамика. Он самый громкий. Рядом порт USB Type-C, он же и порт для зарядки других устройств. Да, от этого смартфона можно заряжать. А также есть поддержка OTG подключения, мышки, клавиатуры, флешки. Немного дальше отверстие основного микрофона, а здесь внизу располагается лоток для сим-карт. При этом этот лоток не является комбинированным. Здесь только 2 нано-сим-карты можно установить. Включаю режим полета, отключаю сим-карты и извлекаю лоток, чтобы показать вам. До щелчка здесь он откинулся, и теперь можно поддеть и извлечь. Вот так. У лотка с сим-картами есть красная прокладка, а значит у него есть защита IPX53. Это значит от пыли и попадания какой-то влаги. Обычно это самое уязвимое место у смартфонов.
Возвращаем. Убедиться нужно, что сим-карты действительно установлены правильно. Никакая из них из бороздка своего не выпала. Причем, когда вы вставляете в лоток сим-карту, она там тоже Для этого фиксируется. необходимо отключить режим полета. Спасибо. Что-то случилось и вызвался помощник. Фиксируется в своем бортике, и карточка там не должна выпадать. Ну, по идее, если я сейчас извлеку, я действительно забыл об этом, они не выпадают, потому что там держатся в каком-то своем, скажем так, зажиме. Это тоже плюс, потому что когда извлекаешь, и они все рассыпаются, потом ищешь, где она упала, плюс вдруг там было влажно или грязь, это все может привести к каким-то повреждениям. Итак, мы с вами внешний вид рассмотрели. Края закругленные, внутри экран тоже закругленный, и очень нравится его функционал. Сейчас мы с ним будем знакомиться и поделюсь с вами его характеристиками, а потом будем проводить тестирование и делиться с вами отзывом. Открывая программу AnTuTu Benchmark, начнем именно с этих тестов. 529 655. Меня очень порадовали. Ну и неудивительно, ведь здесь достойный процессор, скоростная память оперативная, а значит можно будет играть в игры в высоком разрешении с высоким FPS. Это развернутые показатели AnTuTu Benchmark перед вами. Теперь проведу тест встроенной памяти. Перед вами сейчас показатели тестирования встроенной памяти. Даже сквозь перчатки проходит тест 10 касаний без всяких проблем. Перейдя в раздел «Мое устройство», можно увидеть, что программа AnTuTu Benchmark у некоторых даже в этом смартфоне выбивала и больше. 542 средний балл, а значит были и больше при тестировании. Я не знаю, что именно влияет на эти факторы, но покажу вам сейчас его характеристики, что отображается по параметрам. Скажем так, параметры от производителя. Так как я активно использую данный смартфон, то и память у меня достаточно загружена. Из 8 гигабайт 5 загружено. Конечно же, меня это никак не смущает, именно для этого он и служит. Я ни разу не заметил, что мне ее не хватает или как-то смартфон подтупливает. Бывает очень много приложений в фоне, я вообще не заморачиваюсь с очищением диспетчера задач, который вызывается вот таким вот способом, и здесь очень много запущенных уже приложений. Конечно же, если я сейчас нажму «Почистить», то теперь программа показывает, что у меня занято 4 гигабайта оперативной памяти, 400. Свободно 2900. Также раздел «Расширенная память». Здесь можно добавить еще плюс 5. Это будет всего 13 гигабайт за счет встроенной. Используйте эту функцию только если на устройстве достаточно свободного места. Здесь сразу отображается 8 ядер и какая частота у них во время работы, но максимальная у них гораздо выше. Тип процессора Qualcomm Snapdragon 778, 8 ядер. Одно ядро на 2,4 ГГц, 3 ядра на 2,2 ГГц и 4 1,9. 8 ядер, но очень шустрые. 6-нанометровый техпроцесс и работает в паре с Adreno 642L. То есть скоростной, хороший, 120 герцовый по отображению графический модуль. Батарея стала меньше, чем у моего смартфона Poco X3 NFC. Внимание! Но лучше и дольше держит. Я не знаю, что произошло у данной оболочки, но все очень грамотно используется по автономности. Мне его хватает на очень долго, хотя я им очень постоянно долго пользуюсь. И вот с утра я встал, последний раз я заряжал его вчера вечером, то есть он ночь простоял, я им пользуюсь. Сейчас уже 14:10 и у нас 59% заряда. Когда я начал обзор, было 62. И при этом стоит яркость максимальная. Кстати, яркость мы так и не посмотрели, сейчас я вам покажу. Протестировав данную батарею, она меня немножко расстроила, потому что я ожидал более приближенный к 5000 мА тест. Но вот зеленым, видите, 4000 от 0 до 100%, 4636. И я повторил несколько раз тесты, они сильно не отличались. Но при этом я успокоил себя тем, что он реально хорошо держит. И меня это очень радует. Плюс заряжается за 49 минут. И еще провели один тест. Тест от 100 до 0%. Он в YouTube показывал видео 16 часов и 11 минут. Короткий тест, видео отдельно, возможно, вы уже видели. А если нет, перейдите, посмотрите. Встроенной памяти 256 гигабайт, из них доступно
все остальное отдано под систему, 224 гигабайта. И я уже активно им пользуюсь месяц, и у меня использовано уже 123 гигабайта. В основном это видео, фото для работы и приложения. Поддерживает как 2,4 ГГц Wi-Fi, так и 5 ГГц. И еще один плюс, что данный смартфон может работать как Wi-Fi репитер. Сейчас у меня моя домашняя сеть подключена на 5 ГГц. Я включаю раздачу, так сказать, интернета, либо мобильного, либо Wi-Fi, и раздает уже точку доступа, при этом Wi-Fi не отключает. Отсюда я могу с этой точки еще дальше пустить на метров 15 Wi-Fi от своего смартфона. Тоже плюс. Версия Bluetooth 5.2 и есть NFC, полноценно сразу настроил, без всяких проблем, и рассчитываюсь в магазине и произвожу оплату проезда в автобусе. Данный смартфон, версия Pro, поддерживает 5G сети. В Украине пока это не предусмотрено, скажем так, а вообще в других странах есть. Какие поддерживает band стандарты, вы сейчас видите на экране, как 4G, так и другие band стандарты. В данном смартфоне установлено аж 19 датчиков. У меня это первый смартфон, кажется, в моей памяти, который больше 18. Последний был 18 датчиков, даже не помню в каком смартфоне. Здесь у нас некалиброванный датчик-акселерометр, датчик обнаружения движения, стационарный датчик обнаружения, детектор шага, шагомер, датчик сильного движения, вектор вращения, датчик приближения. Кстати, датчик приближения отлично срабатывает. Нету каких-то подвисаний, как были когда-то у смартфонов, что работают только там, мол, в горизонтальном состоянии. Нет. Дальше датчик ориентации, некалиброванный магнитометр, магнитометр простой или основной, линейный акселерометр, датчик освещенности отлично справляется, некалиброванный гироскоп, просто гироскоп, датчик силы тяжести, геомагнитный вектор вращения, игровой вектор вращения и акселерометр. Класс! Кстати, покажу дальше, что можно делать с помощью одного из этих датчиков. Например, вызывать калькулятор. 3 раза бью по задней части смартфона пальцем. 1, 2, 3, и он запускается. В программе Antutu Benchmark и сам производитель заявляет, что его вес 181 грамм. Ну и мы давайте проверим. Хотя это не сверхточные, но меня выручали. Да. Будем считать, что верно. 182. А может, это сим-карты затянули. Но, как сказать, все верно. Передний модуль камеры на 16 мегапикселей. И огромный плюс, что видео записывает теперь в 1080-60 кадров. Я уже использую это во время тестирования гарнитуры. Снимаю именно на смартфон, как наушники сидят в ухе, как это смотрится, и использую именно передний модуль камеры. В одном из обзоров вы уже это видели, возможно, но, естественно, не делал на этом акцент я. Но и, конечно же, тесты камеры буду отдельно уделять в конце обзора. С помощью тайм-кодов быстро сможете найти тестирование модулей. В конце обзора будет тестирование фото, видео, дневной и ночной съемки. И примечательно, что передний модуль и, конечно же, задний поддерживает стабилизацию. Я переживал, есть ли это стабилизация, потому что показывали много обзоров, но конкретно тестов не было. Возможно, я смогу ответить на все ваши вопросы, показав детально меню камеры и тестирование данных камер. Задний модуль камеры основной на 108 мегапикселей, широкоугольный на 8 мегапикселей и макро. Есть, конечно же, съемка портрет, размытие с эффектом боке и разные фишки. Стабилизация меня, конечно же, тоже радует. Снимает в 4К без стабилизации, 30 кадров разрешения. Ну, качество, конечно, классное, но я использую 1080-60 кадров и стабильное видео. При этом я еще установил Google камеру и добиваюсь великолепных снимков. Подобрал я Google камеру, есть информация, очень качественные снимки выходят, можно настроить, зафиксировать, подобрать, и особенно в режиме видео происходит прям улучшение видео, особенно в вечернее время. Плюс там есть режим для съемки кинематографа. В замедленном режиме снимает очень плавно, классно, и мне это очень нравится для работы использовать. Меню у камеры богатое, как и у предшественников.
но некоторые функции поубирали, которые были в Poco X3 NFC. Например, где развернутые данные, если поднять у режимов съемки, то тут нет режима одновременно съемки и передней, и задней камеры. Мне этот режим очень нравился. Я мог быть в кадре сам спереди и снимать то, что находится передо мной. Этого режима мне действительно тут не хватает. А так полноценно все есть. Теперь познакомимся с меню камеры. Я делаю запись с экрана, транслируется все, что происходит перед камерой. Благодаря этому вы сможете увидеть полноценное меню. Начнем просто с предустановленных функций, которые здесь доступны. Первое — это фото, далее видео, есть режим документы. Настроить расположение вы можете отдельно. В настройках документа есть черно-белое и улучшенное. Далее переходим в режим портрет. В режиме портрет что происходит? Происходит размытие заднего фона. И подстройка, происходит тоже регулировка вручную по этой кнопке. Теперь, чтобы посмотреть дополнительное меню, необходимо сделать свайп вверх. Здесь есть режим ночь, профи, это значит полностью ручные настройки. Можно настроить как автофокус, так и ISO. Кстати, давайте посмотрим, сколько у нас здесь ISO. Максимально 6400, что очень хорошо. Переключаемся на авто. Ну и другие функции, включая широкоугольный или же обычный. Сейчас мы дальше поговорим об этом. Выходим из этого меню. Кстати, даже здесь есть отдельная функция 108 тогда. И плюс показывает еще вот такую вот функцию по настройкам. Видите, вверху вот здесь вот, что для кого-то тоже существенно важно. Но снимки делает хорошие. Прям таки здорово. Это у нас сейчас режим 108. Кстати, на ручные распространяются и на видео. Переключаемся здесь, и можно производить настройки. Далее у нас есть режим видеоблок. Здесь есть предустановленные разные программы для того, чтобы снимать. Указывается, сколько этот сегмент по времени и какие функции будут происходить. Это пример видеосъемки. Далее идет режим отдельный 108 мегапикселей. Есть видеоклип. Это короткие могут записываться видео. Это значит, что нужно еще этот режим загрузить. Режим панорама. Также загружаем. Таймлэпс. Это интервальная съемка по настройке полностью всех режимов. Также есть выдержка. Загружаем этот режим. Как вы понимаете, они предустановлены, но не до конца загружены. Какие-то дополнительные функции загружаются. Это у нас режим замедления. То есть мы включаем, делаем какие-то движения рукой. И теперь просмотрим вместе с вами, что получилось. Делаем какие-то... Да, вот так вот оно отображает. Конечно же, качество страдает, но записать нужный какой-то момент интересный, развлекательный поможет. Теперь заходим в настройки. Здесь в режиме фото откроем их. Есть настройка по размеру, по выдержке в таймере, если вам надо, вот так передвигаете просто и срабатывает таймер. Есть кинематографический, тогда вот если вот таким вот кадром снимать, будет снимать в режиме кинематографа. Далее сетка на экране появляется, потом появляется отдельный объектив макро задействуется. Тут уже мы его задействуем, чтобы сделать снимок вблизи. По-моему, используется тот же широкоугольный, только уже по другому принципу он работает. Есть режим Tilt Shift. По бокам все вот так вот размывает, а делает только этот кадр. Можно сделать не по кругу, а по полосе. Ну, все на примере этого растения. И серия с таймером. Серия снимков 30 фото, 5 секунд будет делаться. То есть вы сейчас нажимаете, например, вот так вот. Оп, и пошла. Вот сейчас все, что я показываю перед кадром, начинается съемка с определенным интервалом. Один снимок, 5 секунд проходит, еще один снимок, еще один. То есть, когда групповые снимки вам надо, кто-то там позирует, то вы, чтобы не нажимать, можете фотографировать. Последний снимок, но там еще их 25. Останавливаем. Сверху, как вы видите, есть активация умного режима. Отключаем серию с таймером и выбираем, пусть 3:4, так и будет. Также рядом есть HDR, есть принудительный, а есть автоматический. Вспышка. Здесь Google объектив.
что позволяет сразу же использовать его, чтобы что-то найти из камеры, не искав его, или если фотографируете, что-то исследовать. Если зайти в настройки камеры, то здесь водяной знак можно настроить, смарт-предложения, это значит сканировать QR-коды автоматически определяет, или же автоматический ночной режим, когда ночь, качество снимков, можно настроить коснуться по экрану и будет фотографировать сразу, а не нажимать на спуск или кнопку. Можно изменить расположение функций, режим камеры, чтобы передвигать или настроить самые нужные функции, какой звук и куда сохранять. Также устранение мерцания и автозапуск камеры. Теперь переключаемся в видео. В настройках видео открываем разрешение 720-30 кадров, 1080-30 кадров, 1080-60 кадров, 4К 30 кадров, 60 кадров нет. Также есть кинематографический режим, сетка и макро. Широкоугольный тоже доступен. Вот широкоугольный видео, вот обычный. Это двойной цифровой режим приближения. Касательно стабилизации, она здесь есть. На 1080-30 кадров, как вы дальше увидите в тестах, яркая картинка. Вот посмотрите сейчас. Только включаю 1080-60 FPS, она становится более темней. Может быть, сейчас этого не видно, но в ночное время это очень будет заметно. В тестах вы это увидите. Камера по-другому работает, но и детализация, как вы видите, вот четче. Возвращаюсь на 30, как-то так подергивается, 60 FPS уже совсем другое дело. Ну и 4К. Я бы снимал постоянно на 1080-60 FPS. Стабилизация есть. И что важно отметить, что можно включить принудительно вот по этой кнопке. Так, возвращаемся. Вот по этой кнопке принудительно стабилизацию. Нажимаю. Тогда стабилизация вообще огонь. Но это если снимать с руки в горизонтальном состоянии. Но качество, посмотрите, только 1080-30 FPS. Нельзя выбрать, видите, 60 FPS или 4К. Ну и передний модуль камеры. Привет. Это у нас передняя камера. Снимает очень хорошо. Видео, фото, портрет, улыбка. И настройки точно так же. Есть еще спуск ладонью в этой функции. Это значит, что я показываю ладонь и начинается спуск. Когда на штативе или же на вытянутую руку и кнопки не хотите как-то менять, то делается снимок. Также настройка идет по размытости. Вот здесь. Все тесты сможете как видео, так и фото дневной и ночной съемки увидеть в окончании обзора. Тайм-коды есть. Ставьте лайк за труды. Очень нравится, как снимает и в ночное время, и в дневное, и со стабилизацией. Да, это не какой-то там сверхфлагман, у которого супер крутая камера, где прям, в любых режимах не подводит, но в моем случае я очень доволен для того, чтобы использовать его даже для видеосъемки в обзорах, в тестах и просто в повседневной жизни что-то сфотографировать и отличное качество. По качеству приема связи у меня лишь положительные эмоции. Как Bluetooth, как Wi-Fi, так и мобильная связь работает великолепно. Никаких проблем со связью нет. Никаких трудностей с приемом связи. Обе сим-карты работают с 4G связью. И у меня лишь, я еще раз скажу, положительные эмоции. На момент обзора уже установлен 13-й Android. Прилетело обновление. 13-й Android, версия MIUI глобальная 14.0.1. И это говорит о том, что все уже стало на свои места. Так как когда я только начал снимать обзор, была еще версия MIUI немного ниже и Android был 12. Многие недоумевали, почему. Но сейчас все исправили и система работает стабильно. Кстати, по мере использования мне пришло обновление именно для Bluetooth. Я зашел в настройки Bluetooth, хотел подключить во время обзора гарнитуру. Это гарнитура JLab Go Air Sport. Вот такая вот классная. Обзор на нее есть вот здесь в подсказках. И мне предложило обновить. То есть это не приходит как-то обновление вместе, а именно вот как-то подключается. Правда, пишет какой-то сбой обновления. Пробую. Да, пошло сейчас.
обновление Bluetooth плагина. Написано, что расширенная поддержка, и вот перезапускает Bluetooth. При этом перезагрузки смартфона не нужно делать. Что там улучшили, не знаю, но в любом случае это впервые вообще обновление у меня в моделях Xiaomi, Poco или каких-то других там Redmi моделей. В меню «Звуки и вибрация» есть раздел «Звуковой помощник». Мы можем включить регулировку звука в приложениях. Например, если этот режим включен, запустив, например, бильярд, я нажимаю кнопку громкости, у меня сбоку появляется вот такой значок. Еще раз. Здесь я нажимаю помимо громкости основной, и я могу отрегулировать громкость игры, не заходя в меню. Например, основной звук смартфона остается на 100%, а этот на 0 или на 10, или как вам удобно. При этом вот такая вот громкость здесь остается, вы можете регулировать общую громкость. Теперь пришло время протестировать знаменитый звук у компании Poco или Redmi, где установлены стереодинамики. Я переживал, чтобы после Poco X3 NFC, где мне он очень нравился, этот звук, здесь он не был хуже. Ребята, он не хуже, но есть некоторые замечания, которые я вам покажу. Вначале давайте протестируем на хорошем качественном звучании. Буду записывать встроенным в камеру стереомикрофоном, а вы оденьте, пожалуйста, наушники. Петличку я отключаю. Петличный микрофон уже отключен. Включен режим Dolby Atmos у нашего смартфона. Dolby Atmos. Стоит пресет, это режим видео. Есть динамический, но видео мне больше всего нравится. Есть графический эквалайзер, и у меня стоит электронная, но отчетливее это слышно именно в наушниках. И есть ниже отдельная регулировка звука, если подключены наушники в разъем 3,5. Начинаем тестирование. Громкость устанавливаю максимальную. Поехали. Звук реально чистый, громкий, стерео с эффектом, мягкий такой, когда вокал. Если вы не одели наушники, ну, будете просто наслаждаться качественным звуком. Но если оденете наушники, поймете, какой классный звук. Закрываю один динамик. Этот, конечно, основной. Услышать своими ушками и понять, что звук здесь действительно классный. Думаю, этих тестов достаточно. Звук в наушниках тоже великолепный. Правда, я не любитель слушать в гарнитуре проводной. В наушниках беспроводных, пожалуйста. Кстати, последнюю гарнитуру, которую я тестировал на данный момент, когда снималось видео, это гарнитура от бренда JLab. Вот такая вот спортивная гарнитура с крючочками. Приличный кейс, но тем не менее компактный. Обзор вот здесь можете посмотреть в подсказках, мне они понравились. Провожу тест звука на улице в шумном месте. Запускаю. Громкость максимальная. Громкость из кармана явно будет слышно данный смартфон. Без всякой обработки записываю на смартфон. Ну и тест студии вы уже слышали. Теперь я вам покажу то, что мне не нравится в звучании. А именно, если включен у вас режим Dolby Atmos, вот он, то вы, запуская, например, YouTube, включаете музыку, сворачиваем фоновое окно. У меня премиум подписка разрешает это делать. И теперь я вот сейчас запускаю игру. Слышали прерывание? Вот, вернулся опять. Опять в игру захожу.
Слышите? То есть это мне не нравится. Но есть решение добавить все приложения в режим Dolby Atmos, потому что игра не добавлена. Она как стандартное воспроизведение звуков воспроизводится, а YouTube с этими эффектами. Вот такой вот глюк, что ли, может исправят, может нет. Благодаря встроенным датчикам, которые есть в этом смартфоне, можно настроить даже на вот такую штуку. 3 раза бью по задней части корпуса. 1, 2, 3. И запускается калькулятор. Это можно настроить и еще для некоторых функций. По касанию сзади можно настроить двойное касание снимок экрана, а тройное касание калькулятор, либо поменять на другие функции. В расширенных настройках есть раздел, где можно управлять жестами. Функция жестов – это запуск Google Ассистента, снимок экрана, запуск камеры, двойным касанием по кнопке питания, точнее нажатие фонарик. Коснуться сзади, вот этот режим, о котором я вам говорил. Также можно дважды коснуться сканера отпечатка пальцев и при этом что-то включится. Просто касание и включается либо режим без звука, как сейчас у меня, либо другие функции. Например, фонарик, снимок экрана или что-то другое. Есть сенсорный помощник, включая ее, появляется вот такое вот с легкое углубление. Касаемся, и здесь есть дополнительно кнопки, которые вам необходимы, возможно, чтобы управлять, вернуться назад или что-то другое выполнить. Также есть управление одной рукой, показано, как это сделать, и этот режим нужно включить. Есть очистка динамика, воспроизводится специальный звуковой сигнал, который удаляет пыль и очищает динамик от мусора. Есть функция плавающего окна, это функция боковой панели, что позволяет вам использовать плавающие окна, и боковая панель, которая вот у нас сейчас тоже здесь запущена, также здесь настраивается. Показано, где ее отображать, либо во всех, либо не во всех, и настроить это все нужно в ручном режиме. Есть также раздел «Второе пространство», есть фишка измерять пульс. Когда мы включаем, здесь нужно полностью закрыть вспышку и камеру одним пальцем. И происходит измерение пульса. Сейчас светится. Давайте сделаем. Вот засветилась, видите, камера. Я камеру закрываю и кладу палец рядом с камерой. И посмотрите, какой классный эффект. Здорово. Я проверял по измерению, по точности измерения, то соответствует. На смарт-часы тоже ориентир держал. Все, замер завершен. У нас показано в отчете 93 пульс. Есть также режим для предприятия, для разработчиков. Безграничный экран позволяет переключить навигацию с помощью жестов или кнопок. Очень нравится в настройках батареи. Есть функция экономия энергии, что позволяет фоновые процессы обрезать, плюс уменьшает частоту герцов в экране, надолго продлевает жизнь. Вот, к примеру, сейчас отображается, что моих 44%, так как я сейчас им пользуюсь, хватит на 11 часов. Но если включить экономию энергии, то хватит уже на 14. Но есть ультра режим, который реально очень хорошо работает. Его хватит на 37 часов работы. Но тогда смартфон работает в очень ограниченном режиме, только с теми выбранными приложениями, которые вы заранее настроили. Есть отдельно настройки по энергосбережению: отключать, очищать память, экономия энергии, когда включать. То есть очень глубокие настройки, как я вас и предупреждал. Теперь многих интересует, как он будет работать в играх. Ну, давайте запустим игру Asphalt 9, и впервые в этой игре в настройках экрана мы увидим отдельное меню для того, чтобы выбрать максимальное разрешение. В других играх в этом подменю я этого не видел. Давайте зайдем и посмотрим, и протестируем графику. Покажу вам, как шустро работает запуск самой игры. Ну, к примеру, вот нажимаю сюда, сюда, быстренько все листает. То есть он реально очень шустрый. И зайдем сейчас в настройки самой игры. Здесь можно увидеть в разделе «Звуки, дисплей». Обратите внимание, стоит высокое качество игры, это раз. А теперь смотрите, есть частота кадров, спрашивают, в других не спрашивала. Стандарт и 60, я установил максимальный, но и все
Теперь проверяем на этих максимальных параметрах игру. Чувствуется плавность экрана. Я проверял, то здесь работает на повышенных частотах, не на 60, а выше. Выбираем авто, покупаем. Посмотрите, как шустро все реагирует. И теперь запускаем игру. 60 секунд у нас для проезда. Сейчас покажу вам графику. Громкость двигателя на максимум, музыку я прикрутил. Графика отлично срабатывает, подвисаний нет. Я даже делал запись экрана во время игры, то отлично записывается. Я вставлю сейчас этот отрезок, и вы посмотрите. На максимальной графике игра была 60 кадров, да еще и запись экрана делалась. В итоге снялось вот такое видео. Внимание на экран. Теперь проведем тест на соединение со спутниками. Он реально очень быстро выходит на связь. 3, 4, все. 5 секунд и 46 видит, 12, 20 использует. На данный момент уже видит 46 спутников, 37 из них используются. И вот какие типы спутников поддерживает. Это Beidou, Navstar, Galileo, GLONASS, какой-то китайский QZSS и иранский IRNSS. 0 спутников, но они поддерживаются, просто не ловит. Это отлично. Еще один плюс это то, что в Украине на этих смартфонах, на всех Xiaomi телефонах, на Android устройствах в Украине появилась запись разговоров. Совершаю тестовый звонок в сервисный центр LiveSell, включаю громкий динамик внешней громкости. Система самообслуговування «Мій LiveSell». Звук чистый, громкий, и можно разговаривать уже по встроенным микрофонам как сверху, так и снизу. Но теперь внимание, запись разговора делаем, и вы услышите сейчас эту запись. Тарифні плани для корпоративного підключення. Цей дзвінок записується. Ексклюзивні Предупредила. рішення для бізнесу. Натисніть 5. Поповнити рахунок банківською картою. Сейчас оператор перестал разговаривать, и я подношу к рту. Привет. Так будет слышать. Зробіть ваш вибір. ваш Система собеседник. самообслуговування. Ну, постарался «Мій LiveSell» максимально на мобілі передать та качество застосунок звука. «Мій LiveSell». Натисніть 1. Запис телефонної Щоб розмови дізнатися, завершено. як отримати акт рахунок на... То есть я сейчас записал наш разговор, и я могу его передать. Как это сделать? Видите, звонок последний с изображением микрофона. Я нажимаю сюда, и у нас здесь записан разговор, его можно прослушать и отправить. Нажимаю «Отправить» и спрашиваю, через какой мессенджер или удобным способом это сделать. Кстати, после обновления обновилось меню телефонного звонка. Обратите внимание, что появились более компактные значки, раздел «Еще», и именно там находится запись разговоров. А сейчас мы зайдем и протестируем диктофон, который у нас здесь есть. Тест запущен, сейчас тестируется микрофон у смартфона Poco X5 Pro, расстояние приблизительно 50 сантиметров. Сейчас подношу ближе к рту, как будто я веду с кем-то беседу телефонную, а сейчас я его возвращаю вот так и отхожу примерно на 1,5 метра.
1, 2, 3, 4, 5. Вы слышите сейчас, как записывает студийный микрофон на этом расстоянии. И вы сейчас слышите, как записывает микрофон, который встроен сюда. Все эти тесты, думаю, вы оцените уже труд лайком. Диктофон способен записывать даже тогда, когда вы отключаете дисплей. Я уже использовал это в больнице, когда нужна была консультация врача, и просто записывал все, что он мне говорил, чтобы не забыть. Это очень удобно. Также фонарик работает даже если меньше 15%. Это тоже плюс. Но заметил еще интересную особенность. Когда я одновременно и смотрел видео в YouTube, в отдельном окне и играл в игру, смартфон слегка нагрелся. И при запуске фонарика мне выдается предупреждение о том, что смартфон перегрет. И воспользоваться фонариком в данный момент просто невозможно. Вот такая вот система безопасности, учтите это. Еще один плюс, который мне очень нравится в отношении питания. Если телефон уже полностью разрядился, на экране выскакивает предупреждение и таймер 30-секундный с отсчетом. 30, 29, 28, что в течение этих 30 секунд смартфон нужно поставить на зарядку или он отключится. Реально это удобно, потому что когда просто вот ты не знаешь, когда он отключится, просто 1%, а он может 10 минут проработать, 15, а тут он предупреждает. Мне это очень понравилось. А нравится ли вам эта функция? Пишите все, что вы думаете об этом смартфоне, потому что сейчас мы будем подводить итог. После получения этого смартфона, до того, как я начал им пользоваться, естественно, у меня было очень много переживаний. Будет ли он хуже моего предшественника Poco X3 NFC или лучше? Конечно же, верил в лучшее. Ну и по ходу я стал выявлять, что он не хуже, это однозначно, а в плане веса, компактности и камеры он меня даже порадовал. Плюс автономность. Вот по автономности он еще лучше держит заряд батареи. Хотя некоторые из вас писали мне, что у вас даже попадался брак, что в течение 5-6 часов он разряжался. Ребят, я не знаю, делюсь как есть. Вот получил из Китая оригинальную глобальную версию, протестировал, я доволен. Рассказал как есть, без всяких дополнительных, ненужных, скажем так, лишних слов. Рассказал как есть. Я им очень доволен, я не жалею. По цене он очень доступный. Немного расстроило то, что у него во время перехода с одной программы, где вы, например, в YouTube слушали качественный звук Dolby Atmos, переходите в игру, где не включен этот режим Dolby Atmos, небольшое есть прерывание звука. Но это мелочи, видимо какой-то баг. Даже подозреваю, что возможно это могут исправить. Либо все приложения нужно добавить в приложение Dolby Atmos, и тогда этого прерывания не должно быть. Очень много датчиков, они позволяют контролировать ваш смартфон, когда вы берете в руку, когда вы что-то делаете, когда вы ходите, и многое другое в этом смартфоне просто радует. И звук невероятный. Не знаю кому как, но мне он очень нравится. Никаких лестных слов. Если бы не нравился, я бы вам сказал. Но если мне нравится, это не значит, что это нравится должно всем. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Кстати, экран здесь с олеофобным покрытием. Я вам сейчас это продемонстрирую. Беру пару капель водички и капаю на экранчик. Вот посмотрите, как капелька ездит и не оставляет никакого следа. Это значит, что здесь у нас очень классное стекло с защитой Corning Gorilla Glass и еще и олеофобка. Сейчас приклею стекло и покажу вам, как смотрится это стекло на этом смартфоне. Стекло без черной рамки, как вы видите, прилегает по краям одинаково. Камеру закрывает, кружка нет, где бы забивалась пыль. Ну и вырез под динамик. Там есть, ничего не закрывает, все отлично. И стекло тоже с олеофобным покрытием. И если легкие отпечатки пальцев остаются, то можно убрать салфеткой. Быстро, то есть без всяких сложностей. Ну, кто знает, что такое олеофобка, тот любит и покупает качественное стекло. Ну и теперь, прежде чем вы увидите фото и видео, предлагаю посмотреть на цену. Актуальная цена модели из обзора модификация 8256 $319, а версия 6128 стоит $279. Есть также модель не Pro Poco X5.
Отличается процессором, камерой, зарядкой. Ее цена составляет $239. Ссылки на все эти смартфоны, а также чехол Nilkin и стекло есть в описании под видео и в конечных заставках, а также в закрепленном комментарии. А теперь предлагаю посмотреть тестовое видео и фото. Тестирую сейчас передний модуль камеры. Съемка 1080-60 кадров и стабилизация. Вы тоже видите, как отрабатывает. Отрабатывает или нет. Ветер, может быть шумно, но как есть. Тестирую в реальных условиях. Съемка с места, задний модуль камеры, автофокус быстро приспосабливается. Время четко, правда, отрабатывает. Я стою, теперь пройтись. Увидите, как отрабатывает стабилизация. Есть ли она? Конечно, есть. 1080-60 кадров. И сейчас я тоже в кадре. Это задний модуль. Не 4К. Можно снимать широкоугольным. Сейчас покажу. Продолжаю путь. Это широкоугольный уже. Обхват больший. У него автофокуса как такового нет. То есть только приспосабливается по освещению, по яркости. Вот так вот. Конечно же, совсем другой угол обхвата. Ну и простите, если что, за ветер. На примере этого красивого здания можно увидеть, какой контраст по небу, по цветопередаче, сочная картинка, стабилизация. В общем, качество здоровское. В пути, вот я сейчас пройдусь, и съемка красивая. Здание, которое снимал позади меня, но мне очень понравились цвета и качество съемки. Тестовое видео в подземном переходе. Видеосъемка, ну, такое комнатное освещение, скажем так. Легкий даже полумрак, я бы сказал. Вот если подойти к свету, так, то приспосабливается. Большой экран рекламный, и вот рядом с ним стою поснимать, как он передает цвета. Сочные, яркие цвета. Poco X5 Pro. Практически в полной темноте, такой в полумраке делаю снимок. В подъезде темно. Открываю, там на улице явно видно, очень еще светло. Закрываю. И в принципе, как вот я его вижу, так и видите вы сейчас на экране. Задняя камера, работает модуль задний, машина проезжает, подходим к освещению под столбом. И Валюша сейчас поможет в тестах. На самом деле, вот в этом режиме снимает на 1080-60 кадров именно вот с затемнением таким явным. Но есть стабилизация. Даю Валюше, и Валя уже поснимает меня. Еще немножко пройдись, Валюш, потому что вот так на меня уже свет падает. Вот сзади еще машина. В общем, все как хотелось бы для экстремальной ночной съемки. Но есть тесты, видимость. Я подойду немножко ближе. И это задний модуль камеры. Сейчас включу вспышку. И мне не показалось, друзья, потому что если переключиться на 1080, 30 кадров, не 60, а именно 30, то тогда картинка становится сочнее. Я это заметил и когда использовал модуль Google камеру и обычная камера. Когда включаем 1080, 30 кадров, картинка четко, прям живая, ночная. Включаешь 1080, картинка тускнее. Ну, со вспышкой, конечно, будет лучше. Сейчас мы это тоже включим. Вот так со вспышкой на 1080-60 кадров. Такие вот тесты. Автофокусировка отличная. Сейчас буду тестировать передний модуль. Спасибо, Валюш, за помощь. Всегда рада. Вот такая же ситуация и на передний модуль камеры. Снимает 1080-60 кадров, но темнит. А вот теперь посмотрите, переключаюсь. Ну, вот здесь же стану. Так, как бы так стать, чтобы не совсем прям вот здесь остановлюсь и переключаюсь на 1080-30 кадров. Пожалуйста. Хотя не такая четкая картинка, но тем не менее картинка по насыщению, по яркости гораздо лучше. А это замедленная съемка. Вот они, красавцы. Как вам ночная съемка, ребята?
Итак, то, что вы видели, этот весь обзор, это действительно снималось примерно месяц назад, но сейчас уже почти 2,5 месяца, как идет активное тестирование на этот смартфон. И я постарался собрать самые лучшие фото-видео, чтобы передать вам и посмотреть качество. Из самых лучших 250 снимков я выбрал еще самые лучшие и покажу вам, чтобы вы увидели разницу. Снимаю сейчас на этот же смартфон. Почти 3 месяца использования. Думаю, этого достаточно, чтобы вам принять решение. Качество звука вы тоже слышите. Всем спасибо за то, что досмотрели до этой минуты. Теперь фото. Я прощаюсь. Пока. Thank you.